Генос и Борман, я благодарен вам за то доверие, которое вы мне оказали. Садитесь. Я вас где-то видел. Ну-ка, снимите ваш камуфляж. Да. Определенно я вас где-то видел. Верно. Когда мне вручали крест, вы сказали, что у меня лицо профессора математики, а не шпиона. Да. Но теперь у вас лицо шпиона, а не профессора. Рассказывайте, что случилось. Поехали в Анзию. Сегодня, 10 марта, войска 2-го Белорусского фронта вели успешные бои по разгрому померанской группировки противника. Войска 3-го Украинского фронта северо-восточнее озера Балатон отражали ожесточенные атаки крупных сил пехоты и танков противника. Ценой больших потерь вражеским войскам на отдельных участках удалось вклиниться в нашу оборону. Войска 4-го Украинского фронта при участии чехословацких частей начали Моравско-Островскую наступательную операцию с целью овладения Моравско-Островским промышленным районом с последующим ударом на Аламоуц и Прагу. Совершенно секретно. Личное дело Крайн-Барбары, унтершарфюрера СС, 4-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1944 года Крайн-Барбару, унтершарфюрера СС. Истинная арийка. Характер нордический, стойкий. Безукоризненно выполняет служебный долг. С товарищами по работе равна и дружелюбна. Спортсменка. Беспощадна к врагам Рейха. Незамужняя. В порочащих связях не замечена. Дорогие дамы, прошу к столу.
Вот уж не думала так справлять свой день рождения. С русской разведчицей и контуженным солдатом. Я понимаю вас. Вчера был день рождения моего мужа, я тоже думала отмечать его совсем иначе. Отнести ребенка в постель? Спасибо, Хельмут, я хотела бы это сделать сама. Согласно инструкции, это должен сделать Хельмут. Прошу вас. Я поздравляю вас. Благодарю. А теперь надо спать. Спать. Рожать и кормить. Вот задача женщины. Все остальное химеры, выдуманные растленными буржуазными демократиями и сталинским режимом. Люди должны быть здоровыми и сильными. Нет ничего чище здоровых физиологических инстинктов. Я не боюсь говорить об этом открыто. Что вы имеете в виду? Сегодня с одним, завтра с другим, послезавтра с третьим? Это гнусность. Семья свята и незыблема. Но разве в постели с мужем, отцом дома? Прошу вас. Благодарю. Я не могу так же наслаждаться силой любви, как если бы он был вторым, и третьим, и четвертым. Надо освободиться от стыдливости. Это тоже химеры. И если мы с мужем сможем любить друг друга так, как нам хочется, измен не будет. Женщина уходит к другому в поисках силы. Вы, вероятно, не согласны со мной? Не согласна. Почему? Так? Это не ответ. Желание произвести лучшее впечатление тоже уловка. Женщины древние как мир. Неужели вам кажется, что наш добрый Хельмут предпочтет вас мне? Он боится славян. И к тому же я моложе. Ненавижу женщин. Почему? За что вы нас так ненавидите? Женщины хуже злодеев. Там, по крайней мере, все ясно. А женщины? Сначала патоку разведет, а потом скрутит тебя. Да еще обманет с твоим другом, если у тебя селенок поубавилось. Вам жена наставила рога. Простите, я могу уйти к себе? А что случилось? Сегодня не бомбят. Работать вы еще не начали. Можно посидеть и чуть дольше обычного. Я просто боюсь за маленького. Боюсь, что он проснулся. А почему он должен проснуться? Хельмут, сколько времени ребенок лежал на балконе? Час до обеда и час после. Погода еще холодная. Так что ему лучше находиться в комнате, чтобы он не простудился. Может быть, вы мне позволите спать с ним? Я боюсь, что господин не высыпается с маленьким. Нет, я хорошо сплю. Он очень спокойный мальчик, совсем не плачет. Это запрещено. Вам полагается жить в разных помещениях с ребенком. Я не убегу. Здесь очень крепкие запоры. Отсюда невозможно убежать. Нас двое, и запоры действительно надежны. Очень сожалею, но у меня приказ командования. Попробуйте поговорить с вашим шефом. А кто мой шеф? Штандартенфюрер Штирлиц. Он добрый человек, и он может нарушить приказ начальства. В случае, если вы преуспеете в работе.
У одних стимул деньги, у других мужчины. У вас самый надежный стимул к хорошей работе ваше дитя, не так ли? Да, вы правы. Разрешите? Вы, кажется, хотели мне что-то сказать? Скажите, если бы вы оказались на моем месте, вы стали бы сотрудничать, чтобы спасти жизнь ребенку? Как вам сказать? Кстати, вы не дали еще ребенку имя. Я назову его Владимиром. Это в честь кого? Ваш отец был Владимиром? Или его отец? Как его звали? Кого? Вашего мужа. Эрвин. Я знаю, что Эрвин, но я спрашиваю о настоящем имени, о русском. Я знала его как Эрвина. Неужели он даже не назвал своего имени? Он был Эрвином, когда вы бракосочетались? У нас не было бракосочетания. Это неправда. Это правда. Вернее, оно было здесь. Я была заброшена сюда вместе с Эрвином. По-моему, ваши разведчики, так же, как разведчики всего мира, знают друг друга по псевдонимам. Вот то, что меня зовут Катя, а не Кэт, знает мой шеф в Москве. И, вероятно, знают некоторые люди, которые были связаны с мужем здесь. Здешние его руководители. Угу. Ладно, вы можете идти отдохнуть. Кстати, вам завтра предстоит поездка в Рамсдорф. Ведь это была ваша идея поездить по местам, которым ездил ваш муж. Да, это была моя идея. Меня могут увидеть наши люди на свободе, это их успокоит. А потом я не убеждена в том, что у здешнего резидента нет второго передатчика. Он ведь может передать в Москву о нашем провале, в том случае, если не получит сигнал о том, что я на свободе. Вот тогда вся ваша игра пойдет на смарку. У вашего здешнего резидента нет второго передатчика. И благодарите Бога, что вами занимается Штирлиц. Он славится у нас либерализмом и логикой. Завтра он должен вести вас по городу. Он говорил вам об этом? Я не знаю, кто меня повезет по городу. Следователь со мной не говорил об этом. Я ему сообщила только о целесообразности этой акции. А кто ее будет выполнять, мне не сообщили. Это отпечатки пальцев с телефонной трубки в комнате правительственной связи. А это отпечатки на чемодане с передатчиком русской радистки. Они идентичны. Что это может значить? Это значит, что нужно спокойно, тихо, негласно взять отпечатки у всех работников нашего аппарата. У всех? У всех.
Мне нужна ваша санкция. Считайте, что вы ее получили. Мои пальцы вам не нужны? Или, может, все-таки оставить? Только для истории, рейхсфюрер. Что с шофером Бормана? Он продержался 3 часа. Потом поднажали. Он сознался, что ночью к ним в машину сел некто. Разговора не слышал, они отделили стеклом салон. Ему показали больше 200 фотографий. Ни в одной он не узнал ночного собеседника Бормана. И что вы собираетесь с ним делать дальше? Может быть, автомобильная катастрофа? Не знаю, не знаю. Шофер, судя по вашим словам, честный человек. А мы честных людей не наказываем. Придумайте что-нибудь сами. Хорошо. Придумаю что-нибудь сам. Вот и отлично. Только мне труднее придумывать, когда дело касается заместителя фюрера. Мне думается, вам это было бы легче, рейхсфюрер. Но если вам кажется, что придумывать следует мне, я придумаю. Только думайте скорее. Я не намерен у себя держать двурушников. Штирлиц выехал на швейцарскую границу для того, чтобы подготовить окно. Он, как и Шелленберг, считал, что открытая переброска пастора через границу может придать делу нежелательную огласку. Вся эта операция осуществлялась в обход гестапо. А разоблачение Шлага после того, как он сделает свое дело, должно быть осуществлено по замыслу Шелленберга именно Штирлицем. Все последние дни до отъезда Штирлиц с санкцией Шелленберга готовил для пастора кандидатов в заговорщики. Это все были люди, ревностно служившие нацизму. Это, так сказать, заговорщики, которые посылают нашего миротворца пастора в Берн. Берг, Швальб, Нейбут. Это из ведомства Риббентропа. Краузе, фон Диц, Блютнер. Это люди Геринга из Люфтваффе. То есть я подбирал дипломатов и летчиков, чтобы они, соответственно, компрометировали и Риббентропа, и Геринга. Причем Швальб — человек Бормана. Это тоже неплохо в нашей игре. Доверенное лицо Бормана в МИДе. Грязный заговорщик. Все эти люди, кроме всего прочего, в разное время были завербованы гестапо, как осведомители. Хорошо. Это очень хорошо, Штирлиц. Это перспективно. Мюллера надо держать в узде, а это узда и крепкая узда. Хорошо, хорошо. Таким образом, мы компрометируем и у нас, и на Западе всех тех, кто ищет мирных контактов помимо нас. А там ведь четко разграничивают гестапо, Бормана и наш департамент. Да и у нас, когда мы разоблачим этот заговор, очень неплохо будет, если все преступники связаны с гестапо.
кофе? Пожалуйста. Прошу вас. В этом поезде, курсировавшем по коридору Скандинавия и Швейцария, теперь ездили практически лишь одни дипломаты. Штирлиц имел место номер 16. Место номер 46 в следующем вагоне занимал профессор из Швеции с обыкновенной скандинавской фамилией Сведеборг. Спасибо. Вы немец? Увы. Почему увы? Потому что мне не приносят второй порции кофе. А настоящий кофе здесь дают по первому требованию только тем, у кого чужой паспорт. Да? А мне дали. Второй раз. У меня есть коньяк. Хотите выпить? Спасибо. У меня тоже есть коньяк. Зато, вероятно, у вас нет салями. У меня есть салями. Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки. В каком вы звании? Я дипломат. Советник 3-го управления МИДа. Значит, это вас все проклинают. Во всем виноваты именно вы. Почему? Потому что вы определяете внешнюю политику. Потому что это вы довели до войны на 2 фронта. Просто. Просто. Вы мекленбуржец? Да, как вы узнали? Попрост. Все северяне экономят на гласных. Это правда. Скажите, я не мог вас видеть вчера в Министерстве авиации? Нет, я там не был. Штирлиц был там вчера. Он подвозил к Министерству авиации пастора Шлага. Странные свойства моей физиономии. Всем кажется, что меня только что где-то видели. А вы стереотипные. Похожи на многих других. Это хорошо или плохо? Для шпиков, наверное, хорошо. А для дипломата, видимо, плохо. Вам нужны запоминающиеся лица. А военным? Военным? Военным сейчас надо иметь сильные ноги. А как в смысле головы? При чем тут наши головы? За нас думают. Мы лишь исполняем. Ноги важны. Ноги. Чтобы вовремя сбежать.
Вы не боитесь так говорить с незнакомым человеком? Так вы не знаете моего имени. Ну, это очень легко установить, поскольку у вас очень запоминающееся лицо. Да? Черт, мне всегда казалось мое лицо самым стандартным. Ну, все равно. Пока вы напишите на меня донос, пока не найдут второго свидетеля, пройдет время, и все будет кончено. На скамью подсудимых нас будут сажать те, а не эти. И в первую очередь вас, дипломатов. Вы убивали, вы уничтожали, вы сжигали. Осудить нас? Мы выполняли приказ. Жгли СС, мы воевали. А что, изобрели новый способ воевать, не сжигая и без жертв? Война так или иначе необходима. Не такая глупая, конечно. Это война дилетанта. Он решил, что можно воевать, не обучаясь в академии. А так, по наитию. Он решил, что он один знает, что нам всем нужно. Он решил, что он только один любит Великую Германию. А мы все только и думаем, как бы ее продать пархатым большевистским казакам. Ну что? Пархатые казаки. Это что-то новое. Я такого не слышал. О, от красных можно всего ждать. Впрочем, от американцев тоже. Я с ними воюю год. Этих болванов погубит их же техника. Они думают, что войну можно выиграть одними бомбежками. Просто. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнутся в ней. Она разложит их, как ржа. Они решат, что им все можно. Красные думают так, потому что они дикие, нищие люди. Американцы думают так от того, что они слишком богаты. Поэтому войны необходимы. Нет связки. Что? Я говорю, нет связки. Что-то здесь в вашей тезе распадается. Ничего не распадается. Государство как люди. Им претит статика. Их душат границы. Им нужно движение. Это аксиома. Движение – это война. Но если вы, проклятые дипломаты, снова напутаете, тогда вас уничтожат всех до единого. Мы выполняли приказ. Мы такие же солдаты, как и вы. Солдаты фюрера. Бросьте вы притворяться. Солдаты фюрера. Низший чин, выкравший генеральские сапоги. Мне страшно говорить с вами, генерал. Не лгите. Сейчас вся Германия говорит, как я. Или думает, во всяком случае. А мальчики из Гитлер-Югент, когда они идут на русские танки, они также думают? Они умирают со словами «Хай Гитлер». Фанатизм никогда не даст окончательной победы. От фанатизма устают. А потом этот самый фанатизм растворяется в думах и в манерах поведения побежденных. Фанатики могут победить на первых порах, но они никогда не удержат победы, потому что они устанут от самих себя. Просто. Просто. Тогда почему же вы не поднимете свою дивизию? Корпус. Тем более. Почему вы не сдадитесь в плен со своим корпусом? А семья? А фанатики в штабе? А трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу, чем сесть в лагерь союзников? Да вы можете приказать? Приказывает умирать. Нет еще таких приказов жить, сдаваясь врагу. Не научились писать ни в одной армии мира. Ну, а если вы получите такой приказ? От кого? От этого неврастенника? Он тянет всех нас за собой в могилу. Умирать страшно в одиночестве. Скопом? Пустяки. Даже пошутить можно. А если вы получите такой приказ от Кейтеля?
У него вместо головы задница. Он секретарь, а не военный. Ну, хорошо. Ваш главнокомандующий в Италии. Кессель-Ринг. Он никогда не пойдет на это. Почему? Он воспитывался в штабе у Геринга. А тот, кто работает под началом какого-нибудь вождя, обязательно теряет инициативу. И ловкость приобретает. Аналитиком становится, но теряет способность принимать самостоятельные решения. Он, прежде чем решиться на такой шаг, обязательно полетит к Борову. Кому? К Борову, к Герингу. Вы убеждены, что Кессель-Ринга нельзя уговорить пойти на такой шаг без санкции Геринга? Если бы не был убежден, не говорил бы. Вы не верите в перспективу? Я верю в перспективу. В перспективу скорой гибели. Всех нас скопом. Это не страшно, поверьте, когда все вместе. И гибель наша будет такой сокрушительной, что память о ней будет ранить сердца еще многих поколений несчастных немцев. Я завещал детям: будь проклята любая демократия в нашем рейхе. Всякая демократия в нашей стране чревата только одним: диктатуру мелких лавошников. Чем больше мы имеем свобод, тем скорее нам хочется СС, тайной полиции, концлагерей, всеобщего страха. Только тогда мы чувствуем себя спокойными. Не нужно отстаивать своей точки зрения на судьбы Родины. Никакой ответственности. Только подними руку в честь того, кто этим занимается за тебя. Только крикни «Хайль Гитлер!» и все сразу станет понятно. Никаких волнений. Счастливого пути. Благодарю вас. Пограничникам у меня сегодня делать нечего. У меня сегодня пустой вагон. Не хотите ли сигарет сосать? Марка 20. Хай Гитлер. Хай Гитлер.
Желаю вам разбить всех своих врагов. Спасибо. Мы сломим им голову. Я не сомневаюсь. Шведский ученый со скандинавской фамилией в паспорте, профессор Плейшнер, ехал в Берн. Он ехал в Берн с донесением для Москвы и о проделанной работе, и о задании Шелленберга, и о связи с Борманом, и о провале Кэт. В этом донесении Штирлиц просил прислать связь и оговаривал, когда, где и как он на эту связь может выйти. Теперь он отправится в местное отделение погранслужбы за машиной, чтобы ехать на дальнюю горную заставу. Там вскоре пастор должен будет нелегально проникнуть в Швейцарию. Пограничная застава Готмадинген. Понятно, почему вы такие сговорчивые. В этом снежно-голубом мире невозможно себе представить ни голода, ни бомбежек, ни разрухи. Если бы мне надо было переправлять не одного человека, а, скажем, роту, причем без какой бы то ни было санкции руководства, это можно было бы сделать без особого труда. Мы бы сговорились, нет? Ну, почему же? По-моему, назрел тот момент, когда нужно договариваться уже всем. Это как же понимать? Вы сами вызвали меня на откровенность. Вы верите в откровенность? Конечно. Даже между мной, полковником СД, и вами, лейтенантом армии? Извините, господин полковник. Нет, ничего, валяйте. Со мной можно, с другими не советую. А о том, зачем я здесь, тем более. Теперь, для моего полного спокойствия, повторим урок. Незадолго до вашего отъезда, господин учитель, я должен получить телеграмму из Берлина. У мамы был приступ. Если можно, вышли лекарства, подпись Ганс. Это означает, одна машина, без шофера с ключами, должна ждать на улице рядом с вокзалом. Другая машина тоже с ключами, на 8-м километре у ручья, недалеко от границы. А в квадрате 5, это уже у границы, должны быть оставлены лыжи. Не новые, швейцарского производства. Рукавицы ручной вязки. И, наконец, ботинки для лыж. 42-й размер. 43-й. Извините, 43-й. На ботинках должна быть марка бернской фирмы. Все точно. Я уверен, лейтенант, вы не забыли, что отвечать на вопросы, касающиеся этой операции, вы можете лишь
рейхсфюреру Гиммлеру лично. Только ему и никому другому. Вызовите машину, мне пора на вокзал. Швейцария. Берн. Текст этой телеграммы Плейшнер выучил наизусть. Ганс Фрок, улица Георга VIII, Стокгольм, Швеция. Заключение контракта состоится через 3 дня. Отель «Атлантик». Ваши условия шлите этот адрес. Юрген. Плейшнер выполнил первое задание Штирлица. Пожалуйста, 2 франка. Через день в Москве прочтут это сообщение. Гиммлер через Вольфа в Берне вышел на переговоры с Даллесом. Юстас. Плейшнер шел на конспиративную квартиру по адресу, который ему дал Штирлиц. До встречи оставалось еще полчаса. В этой сигарете была ампула с ядом. Плейшнер запасся ею на случай крайний, на случай, когда другого выхода не будет.
Сейчас все это казалось наивным, какой-то детской игрой. Здесь, в Швейцарии, где люди не знали войны 80 лет, все то, что было с ним и с другими там, в Германии, казалось страшным сном. Цветочная улица. Отто просил передать, что вчера вечером он ждал вашего звонка. Заходите. И Плейшнер зашел в квартиру. Хотя он не имел права этого делать, не дождавшись отзыва. Странно, я был дома, видимо, он перепутал номер. Это была уже вторая его ошибка. Ну? Как он там? Вот. Тут все сказано. Простите, пожалуйста, вы тут располагайтесь, раздевайтесь, я сейчас. Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером шутку. Явочная квартира советского разведчика была провалена фашистами. И сейчас здесь ждали гостей. Первым гостем оказался связной Штирлица, профессор Плейшнер. Это нужно срочно передать в наше посольство. Возьмите ключи от черного хода. И без шума не забудьте нашу дверь скрепить. Передайте нашему посольству, чтобы организовали наблюдение за этим типом. Я его постараюсь задержать и разговорить. Он дилетант, его, видимо, используют. Я его расшевелю. Действуйте. Нет, погода у нас стоит хорошая, если не дует фэн.
Ну, а как вы там? Как себя чувствует шеф? Здоров? Да, все в порядке. Хотите кофе? Угу, спасибо, с удовольствием. Вы устроились хорошо? Да, вполне. У вас надежная крыша. А я живу на 2-м этаже. Такого в Германии нет. Эти сволочи поют народ бурдой. А здесь продают настоящий бразильский. Такой кофе я не пил лет 10. Забытый вкус. Греки научили меня запивать крепкий кофе холодной водой. Хотите попробовать? Я ни разу не пил кофе с холодной водой. Это занятно. Контраст температуры и вкуса создает особое ощущение. И меньше нагрузка на сердце. Да, очень интересно. М. А что он просил мне передать на словах? Что? На словах, что он просил мне передать? Ничего, только ампулу. Странно. Почему? А я думал, что он скажет мне, когда его ждать. Нет, он мне ничего не говорит. Между прочим, я забыл вас спросить, быть может, вы голодны? О, нет, я плотно позавтракал. Как у вас с деньгами? Спасибо, на первое время есть. Если вам понадобятся деньги, приходите ко мне. Много, конечно, я вам не дам, но для того, чтобы как-то поддержать себя, всегда найдутся крохи. Спасибо. Кстати, вы смотрели «Хвоста»? Не было? Хвоста? Это что, слежка? Да. Знаете, я как-то не обращал внимания. Вот это неразумно. Это очень неразумно. Он разве не проинструктировал вас насчет этого? Нет, конечно, не инструктировал. Но, знаете, за многие годы, тем более после концлагеря, я впервые почувствовал себя на свободе. И, знаете, как-то опьянел. Спасибо, что вы напомнили мне об этом. Об этом никогда нельзя забывать. Есть хитрая полиция. Очень хитрая полиция. Так. У вас ко мне больше ничего. У меня? Нет, ничего. Давайте ваш паспорт. Да, но он сказал, чтобы я паспорт держал всегда при себе. Он говорил вам, что теперь вы поступите в мое распоряжение? Нет. Хотя правильно. Это в шифровке, которую вы мне передали. Мы подумаем, как правильнее построить дело. Вы сейчас... Вернусь в отель, лягу в кровать и буду отсыпаться. Нет, я имею в виду ваша работа. Не, сначала отсыпаться. Знаете, я мечтал поспать и день, и 2, и 3, а уж потом взяться за работу. Все мои рукописи я оставил в Берлине.
Но, впрочем, я помню все свои работы. Почти наизусть. Послезавтра в 2 часа придете за ним. Мы сами сделаем регистрацию в шведском консульстве. Хорошо. Точнее сказать, стараемся сделать. Шведы ведут себя омерзительнее. Чем дальше, тем наглее. Кто? Кто? Шведы в каждом проехавшем через Германию видят агента нацистов. Им не важно, какой ты немец. Патриот, сражающийся с Гитлером, или же ищейка из гестапо. Поэтому приходится быть очень осторожным. Вы знаете, он мне не говорил, что я должен регистрироваться в консульстве. Это все шифровки. Хотите еще кофе? О, нет, спасибо, благодарю вас. Кофе действительно был прекрасен. Да, с холодной водой тем более. Вы уже сообщили ему о том, что благополучно устроились? Или хотите, чтобы это сделал я? Я думаю, это вы сделаете через своих товарищей. Да, я это сделаю через товарищей, а вы со своей стороны проинформируете. И не откладывайте. Я хотел это сделать сегодня же, но я не мог найти почтовые марки, которые я должен приклеить на открытку. Послезавтра я приготовлю для вас нужную марку, если ее нет в продаже. Угу. Что там должно быть изображено? Покорение Монблана. Синего цвета, только обязательно синего цвета. Хорошо. Открытка у вас с собой? Нет, в отеле. Это плохо. Нельзя ничего оставлять в отеле. Вы иностранец, вас могут начать потрошить. Как же вы так? Ну, это же обыкновенная открытка. Я в Берлине их купил десяток. А текст я запомнил. Так что с моей стороны никакой оплошности не было. Об этом никогда нельзя забывать. Осторожность и еще раз осторожность, товарищ. Имейте в виду, здесь только кажущееся спокойствие. Он предупреждал меня, я знаю. На всякий случай оставьте мне свой адрес. Вирджиния. Пансионат Вирджиния. Там живут американцы. Почему? Английское слово. Они, как правило, останавливаются в отелях со своими названиями. Нет, по-моему, там нет иностранцев. Ну, это мы проверим. Если вы увидите меня в вашем пансионате, не подходите ко мне и не здоровайтесь. Мы с вами не знакомы. Хорошо. Теперь так. Если с вами случится что-то экстраординарное, позвоните по моему телефону. 388-16-16. Запомните? 388-16-16. До послезавтра. Хотите что-нибудь купить? Нет, я просто любуюсь вашими птицами. Ну, самое интересное это у меня в магазине. Знаете, я поступаю наоборот. Все выставляют на витрину самый броский товар. А я считаю, что птица это отнюдь не товар. Птицы это птицы.
ко мне иногда приходят даже писатели слушать птиц. Один из них как-то сказал: прежде чем я опущусь в ад новой книги, я, как Орфей, должен наслушаться величайшей музыки, птиц. Иначе я не смогу спеть миру ту песню, которая найдет свою Эвредику. Спасибо вам. За что? Благодарю вас. Пожалуйста. До свидания. Шелленберг сказал мне, что он попросил Штирлица выехать на задание. Я думаю, это разумно. Рольф будет работать на контрасте. От злого следователя арестованные особенно тянутся к доброму. Штирлиц добр, да? Да. Я слушаю. Мюллер какое-то мгновение раздумывал. Стоит ли сказать про отпечатки пальцев на секретном телефоне в кабинете спецсвязи и про совпадение этих отпечатков с отпечатками на чемодане русской радистки. Но, взвесив все, Мюллер решил не об этом, не о том, что он негласно собирал отпечатки пальцев всех сотрудников, Кальтенбруннеру не говорить. Кальтенбруннер начнет пороть горячку и устраивать истерику, и при случае свалит на него Мюллера любой провал, если он проморгал врага в собственном доме. Мюллера устраивало, что факт разговора с Боромном кого-то из работников РСХА был известен Гиммлеру и прошел мимо Кальтенбруннера. Эта вилка создавала для него возможность маневрировать между двумя силами. Да. Нет, продолжайте. Вы хотите, чтобы я посмотрел, как Штирлиц работает с радисткой? Зачем? Зачем вам смотреть? Он достаточно ловкий человек именно в вопросах радиоигры. А Рольфу дать самостоятельную партитуру в работе с русской пианисткой? С пианисткой? Нет. Пусть Рольф контактирует со Штирлицем. Цель-то ведь у них одна, не так ли? А способы достижения могут быть различны. От русских еще ничего не поступало? Пока нет. Как успехи у дешифровальщиков? Они на полпути к успеху. Там очень мудреный шифр. Потрясите пианистку. Я не верю, что она не знает шифра резидента. Штирлиц работает с ней своими методами. Штирлица нет. Пусть пока ее потрясет Рольф.
Не надо зажигать свет. Thank you.